Всем йоу, с вами Леха, и я в Буэнос-Айресе. Это видео будет из солнечного, осеннего, прохладного. Смотрите, вот листья облетают, опадают Буэнос-Айреса. Сейчас я в Палермо, дует довольно сильный ветер, я надеюсь, что звук будет нормальный. И я иду в гости. Сегодня я иду в гости к человеку, которого вы уже знаете по моим прошлым видео. А может быть, вы еще не знаете, тогда вам стоит посмотреть эти видосы. Он покажет, как он живет, какую квартиру он снимает здесь, в Буэнос-Айресе, как давно, ну и все такое. Эх, вы знаете, я все никак не могу забыть свои первые впечатления от Буэнос-Айреса, от его зелени, от этих вот деревьев, которые были все зеленые. Здесь просто была тень от листвы. Мои впечатления были, когда я только сюда приехал, в Аргентину. И это было просто что-то невероятное. Сейчас осень, да, вся листва облетает. И я думаю, что она делает это только для того, чтобы через год зацвести снова, стать снова зеленой, все закрыть здесь красотой и показать, что жизнь циклична и жизнь продолжается. Но это практически самое просто сердце района Палермо, здесь в Буэнос-Айресе. Взгляните на количество каких-то кафешек, ресторанов, баров здесь, прямо на этом районе. Вот здесь можно купить коктейль. Смотрите, какой классный верх, веранда. Ну а мы уже близко. Как вы уже догадались, речь пойдет о квартире Никиты. Никита живет в симпатичном доме в самом центре Палермо. Его высотка тянется к небу, а рядом и неплохая транспортная доступность до всего, и куча разных магазинчиков, кафешек, кофеен, ресторанчиков. Ну, одним словом, Палермо. Такой вот дом с оградой. Спасибо, что без колючей проволоки. Сверху на заборе. И высокий такой дом, не знаю, здесь этажей, наверное, 15-17. Там вот на первом этаже сидит консьерж, я уже видел. И сейчас мы туда пойдем. А вот и Никита. Здорово. Че, ты спал? Да нет. А че так опаздываем? Понятно. Опа. Вот так вот, да, в этом доме бывает? Да, у меня почему-то отпечаток пальцев не работает. Только у меня. А как ему звонить? Угу. Я так тоже могу сделать, если что? Или он знает всех на это? По имени. По имени? Типа здороваться по имени? Оля, сеньор. Так, слушай, я смотрю, у тебя там какой-то сад есть. Может, по нему сейчас чисто покажешь быстро экскурсию? Ну, погнали. Я, правда, никогда не первый раз, когда мне показывают. Это первый раз? Ну, типа. Ага. Вот. Так, ну вот. Комната, видимо, для переговоров, потому что там написано «суд». Для переговоров вот это или внизу? Ну, вот это, да. Видимо, для каких-то банкетов, может быть, арендуют. Здесь закрыто. Но там, в общем, бассейн. Басик, да? Купался там? Нет. Ни разу? Понятно. А спортзал здесь есть у вас? Да. Вот там, внизу? На втором этаже. Вот здесь есть спортзал, значит. Ну, Его я тоже не вау, один такой, раз, когда показывают. такой роскошный лифт. Че, какой этаж? Ну, сейчас давай на второй. Вот. Давай. Спортзал. Это ЕП, да? Ну да. Ага. Типа, я не знаю, патио, может, какой-то. Эль Патио? Или патио. Возможно. Все, мы уже на втором. Я не знаю, кстати, как будет слышно, учитывая то, что микрофон у меня здесь висит. Ну, попробуем. Опять же, я не уверен, что пройдет мой палец. Нет, мой палец. Серьезно? Да. Ну, это, наверное, из-за болдеринга, кстати. Из-за чего? Из-за болдеринга. Потому что... Что такое болдеринг? Можешь подержать? Скалолазание. Может, мой пройдет? Да, конечно. Не проходит. Ну ладно, не судьба, значит. Ладно, без патио. Но, видимо... Ой, нет, Гимназия, что это? гимназия. Гимназия, спортзал. Да, ну там просто по классике беговая дорожка, всякие весы и так далее. Без спортзала, короче. Ну, вот. В общем-то,
Ты поэтому и не ходил туда, да? У тебя палец не проходит. Я понял, что не судьба. Ну Да, да. плюс я же вот на скалолазах хожу. Болдеринг это и есть эта штука. Болдеринг это просто перевод скалолазания? Ну, это один из видов. Болдер это булыжник, типа камень. Ага. Вот. И по нему обычно лазят без страховок, без всего. Потому что не так высоко. Так ты что, отпечатки стер, типа? Видишь? А у тебя нет... Чувак, а как ты будешь проходить границу, например, в Европу? Это тоже, кстати, такая же штука. У меня Это вообще проблема. с загранпаспортом тоже, типа, в МВД чего просто такой, нажимай еще раз. А у Потом тебя- говорит, по 3 там, я не знаю, по 3 оплов как-нибудь. Да, я видел такое, типа, чтобы жир, как бы, жирные стали. Слушай, пока что выглядит как какой-то лофт, как будто я пришел в бизнес-центр. Вот в Питере я вот в таком снимал, значит, офис. Коворкинг был такой. Там, кстати, Мари еще. Кто там? Мари. Мари? О, ола! Окей. Добро пожаловать. Bienvenue, да? Добро пожаловать. Спасибо. Разуваться? Ну да, да. Я обычно тут скидываю. Местные прям вообще сразу шуруют в обувь. Да. Я тоже всегда скидываю. Вот. Ола, Мари, как дела? How are you? I'm good. I'm just planning if I'm going to the Great Art Museum now with a friend. You go where? The Great Arts Museum. Greek arts. Great. Great Art. Yeah. I know. I've been there. Oh, really? Mm-hmm. You liked it? Yes, very nice. Oh, you have cat? Yeah. Yes. So, That's the only cat allowed here. что, тогда можешь, вот микрофон, я думаю, так будет нормально слышно. Типа, Да? да. Что вообще, показывай, как ты здесь, как давно ты здесь? 5 месяцев, получается. Уже 5 месяцев. Я нашел эту хату, и я месяц ждал, пока Омнер съедет Ага, отсюда. Вот. я помню, да. Ну, сейчас мы, типа, как будто ты ничего мне не рассказывал. Да, окей. Ну, я помню, да, ты говорил. Хорошо, значит, ты 3 месяца здесь уже живешь, а контракт у тебя длинный? Ну, у меня 4 контракта по 3 месяца. Сразу Вот. 4? Да. Ну, сразу Мы на сразу год? подписали все, да. А, нифига себе. Но плачу я за месяц. Типа, месяц. Ну, я понял. А депозитов ты сколько тогда вносил? Под каждый контракт? Не, один. Один? Все. И Ага. он просто, видимо, кочует. Ага. Типа, от одного Вау, до другого. нифига себе, я этого не видел. Посмотрите, это Но это не моя. не твоя, а чья это? Да. Ну, Это для- Мауру, владелец квартиры, он гонщик. Ага. На самом деле... Это для дальнобойщиков 2, я знаю. Да нет, но у него вот... Ставьте лайк, если играли в Дальнобойщики 2. Это для него. Видишь, аккаунт у него, у Ага. владельца. Вот, Мауро, и он чемпион туризма карета 2012 года, вот. Это местные какие-то гонки? Всё? Да, да, это типа местная лига. М, Вот, но он трижды чемпион, получается. Прикольно, прикольно. Я когда первый раз пришел, у него тут кубок прям золотой стоял, там куча касок. было. Офигеть. То есть ты можешь на этой штуке гонять? Ну, вообще, да. Ты Но она пробовал? не очень, честно говоря. Не Там очень? старый комп вообще просто максимально. М. Ну Ну вот. ладно, окей. Ну кресло ковш такой зачетный. Коробка передач, все. Окей. Но так прикольно. Я думал подсоединить, может быть, Соньку к нему. Вот, и в Гран-туризмо уже А погонять нормально. получилось бы? Наверное, получилось бы. Чё бы нет. Это ж Мгм. просто монитор. Ну, там, я так понимаю, кресло как-то двигается или нет? Ну да, оно как автомобильное. Типа. Не, я к тому, что оно трясется. А, на не, нем... не, не. А, нет? Ничего не педали. трясется, А, кроме понятно, руля. понятно. Вот, ну как-то так. Такая кухня. Без посудомойки. Такая кухня, да. О, знакомая соковыжималка. Да. Я помню, в Испании однажды с такой столкнулся и очень долго не мог понять, как она вообще, во-первых, работает, во-вторых, как она разбирается, ну и так далее. Но здесь она выполняет вспомогательную роль. Она придерживает А. розетку. Ну да, Вот. слушай, это Это даже важнее. турецкий стайл такой, И- мне кажется. Да. Вот. Слушай, ну кухня такая, тебя хватает, да? Не очень большая, 2 комфорки, я смотрю. Ну да. Я иногда, когда дома, короче, готовлю сам, у меня все
Ну вот недавно я поймался на мысли, что все 4 было. 3, плюс еще чайник у меня работал. Нет, Ну, блин. есть чайник такой. Да, это такой. Это маты чайник, да? Мгм. Прикиньте, в Аргентине есть чайники специально для маты. То есть на нем не только написано маты, но и он подогревается до температуры там где-то 80 градусов, да? Ну да. И плюс еще он не выключается, то есть не отщелкивает обратно. Если там есть еще вода, вот, он понимает, что, окей, температура пошла на спад, надо подогревать. То есть он держит всегда Всегда 85 как, старается. как термопод, типа. Ну, типа, вот да. этот большой. Ну, так и называется термо. Но чай из него не заварить, да? Да я нормально пью чай. Как Нет, раз я- хорошо, кстати, что не обжигаешься, ничего, просто уже идеальная температура, сразу можешь пить. Ага. Наливаешь. Я имею в виду, что его до кипения не это самое. Ну да, он не доводит. Потому что я видел один чайник, вот тогда, который в сторис снимал, там можно было выбирать. Да, да, Это это, идет. прикольно было. Вау. Но видишь, у меня здесь вот такая штука есть, это водичка питьевая. Есть питьевая водичка, вот такая кухонька, ну небольшая, но типа все главное есть. Так, видон. Главное видон, я так Ну, это понимаю, вообще, да? да, Что давай. называется мирадор. Это мирадор, си? Мирадор. Viewpoint. Es una terraza. Solo terraza. Terraza, mirador es más como de un edificio, como you know, like a historical building. Only in... It's like a terrace. Okay. In historical Because building. It's private, Okay. so a Okay. terrace with a great view. Yesterday I've tried to go to Mirador in Centro Cultural something near Casa Rosada in Puerto Madero. Oh, Bartolo? No. I don't remember it. The name is Kirchner? sí, Centro Cultural Kirchner? Centro Cultural Kirchner. Sí, está Yes. bien. The queue to the viewpoint to Mirador was 200 meters. Yeah, it was- Maybe 100 people. Yeah, It's crazy. And I went out. Yes. I actually never went to that Centro Cultural. Like, Yeah, you should. Was it good? Yes, the view was good. But if you want to go to Mirador, it's better to go not on the weekend, during the weekday. Yeah, during the weekday. I Yes, suppose yes. so. But the Kirchner? view is cool. CKK, да. Вот там наверху, короче, есть смотровая. Так, ну слушай, там вид, Отлично. я хочу сказать, не круче, чем с твоей личной вот этой смотровой. Так. Да, погнали. Это то, что продало вообще эту квартиру. Я сначала думал, Вау. а стоит ли вообще, и потом я такой, ладно, да. Вау, ребята, просто посмотрите на это. Вот этот бассейн, да? Это то... нет, это чужой. Вот который справа. Ага. С листьями. Бассейн уже все, поэтому он не чищенный. Ну, то есть уже время холодное для бассейна, поэтому, Конечно, видимо, его не сейчас сегодня вообще 12 градусов. было. Сегодня я первый раз куртку надел здесь, в Буэнос-Айресе, не в Ушуае. То есть это продало хату тебе? Ну да, да. Но она вообще в целом, я просто сколько, 2 недели, наверное, искал. Вот, смотрел объявление на зона проб. Вот, и это единственное, что было норм по цене и по качеству. Вот, но все равно немножечко дороговато. То есть ты сам искал? Да. Норм по цене это сколько? 1,5. Вот за это. $1500 Мгм. долларов. Прикиньте. И это ты напрямую вышел на собственника, да? Без Нет, агента? там агент была, да. А женщина. сколько агент комиссии берет? 100%. 100%. Да. Это на самом деле не очень обычная история для Аргентины, мне кажется, потому что обычно они берут там что-то 4% у них в договоре прописано. Насчет 4 не знаю, у нас брали 30% и брали 50%. 4% может быть, когда покупаешь квартиру, не в аренду берешь. Я не знаю про 4%, но 100% это редкое. Или 40, что-то там. Да, может быть 40, потому что другая хата была, которую я смотрел, и там мне сказали 40% комиссия. Вот. Но там вообще, типа, там вся квартира как этот балкон, и она стоила 1200. Ага. Вот, поэтому на чаше весов я такой, типа, ладно, если то стоит 1200, это 1500, нормально, значит, это точно пойдет. Слушай, видон просто потрясающий. Видон просто невероятный. Вот какое-то здание, смотрите, спереди, оно хочет быть выше, чем это, видимо.
Но у этого еще... У тебя какой этаж, значит? 18. 18. То есть здесь еще есть 5 этажей, Это да? последний этаж для нормальных ребят. А дальше что? Дальше идут пентхаусы. А, Типа вот целый это этаж это одна квартира. А, вот это все? Это пентхаусы? Да, и там, по-моему, 5. Ну да, 20. А, нет, 4 пентхауса. Получается, 20 21. Вау, это просто невероятно. Скажи, что ты здесь тусишь? Часто тусишь здесь? Ну, когда тепло, да. Ну, а завтра вообще кайфово, садишься, там с ноутбуком работаешь. Ага. Класс. Да, Вот. с кайфом. Но здесь, видишь, есть одна проблема. Вот эти растения, они вообще автоматически поливаются. То есть там трубка с таймером. И здесь со всех вот этих вот штук капать начинает люто. Каждый раз Туда? на... Да. мокрое. Даже вот сейчас, мне кажется, оно выглядит сухим, но... Ну нет, ладно. Ладно. Слушай, ну позавчера дождь шел. Да. Сильный. Позавчера, ну 2 дня, считай, дождь шел сильный. Иногда просто кажется, что оно сухое, садишься, оно... Оно пропитывается Вот, твою... видишь? Бам. Вау. Прям все, там уже Да. ведро воды. Ага. А здесь нужно тебе какой-нибудь тент такой, знаешь? Ну, не тент, а сверху козырек такой. Так оно как вот отсюда. Оно ж поливается вообще по всему периметру. А, подожди, это с нее что ли стекает? Да. А, я думал, это из-за дождя. Не, оно должно поливаться и попадать сюда, в этот желоб. Но Ага. из-за того, что оно так выпирает, Ага. то есть стекает уже с этим и с этого всего. Понятно. Лампочки, я смотрю, да? Прикольно здесь. Уютно должно быть вечерами. Ну, ветрено. Ветрено? Даже сейчас. Да. Так, Да. ну, не каждый раз кайфово ходить. Ну да. Вау, ну и видон, Никита. Ладно, пойдем, зайдем. Барбекюшница? Барбекюшница? А открывал хоть раз? Нет. Нет. А там газ надо покупать, баллон с газом. Там не дрова, не уголь? Не. Вот, надо, может быть, как-нибудь купить. Вот, можем как раз вместе Да. жарить Ну, слушай, звучит нормально. шашлычки. Вау, слушайте, я был вот на одной здесь смотровой площадке в центре Пуэрто-Мадеро, и вид оттуда, я вам скажу, не намного лучше, чем отсюда. Может быть, здесь даже лучше вид. А какие там закаты? Закачаешься. Где восток-то? Солнце как раз вот Ой, там запад. садится. Там садится, Мгм. за домами. То есть ты прям сидишь, Мгм. ужинаешь. Такой, Вау, кайф. А оттуда видно как раз рассвет. Ага, ну да. Он прям красивый получается. И луну там видно вообще кайфово. А вот это у тебя второй балкон, значит? Да. А, вот как. Но его предназначение, честно говоря, я не особо понимаю. Потому что, ну вот, да, ты можешь как бы в него выйти. Ага. Вещички, да, посушить. Да. Сейчас это, кстати, хорошая тема, сушить вещи на улице, потому что влажно очень. У меня дома влажно, короче. У меня уже опять начинает паспорт скукоживаться. А соль, просто поваренная соль в банке, она впитывает в себя влагу. То есть она стала мокрой. Я такого вообще ни разу не видел. Офигеть. Да. Ну вот ночью здесь вообще кайф, когда луна огромная, как здесь. Ага. Жаль, на мобильник, когда начинаешь снимать, не видно ничего. Ну да. Не кажется такой большой. Ну да. Что еще у вас интересного? Кот, я смотрю, есть. Кот. Обязательно мате. Такой чисто упоротый. Чисто упоротый кот и мате. Какой аргентинец без маты, да? В Латинской Америке, точнее, кто без маты? Да, все, да, я уже аргентинец, считай. Вот, ну, типа, туалет, видишь, тут первый. Вау. Святая святых просто. Туалет. Но они, что, кстати, вот интересный случай. Что тут? Ага. Видишь, оно течет. Не закрывается? Ну, он как бы закрывается, но только если прям вдавить, тогда да. И я вызывал сантехника, точнее, вот Мауро владелец, он назвал своего сантехника. Он пришел первый раз, подкрутил, но оно вроде перестало, и он ушел,
и оно через 10 минут опять начало течь. Сразу же. По факту, мне кажется, что там просто надо поменять прокладку. Но у меня инструментов нет, я бы сам сделал на самом деле. Поменять прокладку, и все, будет нормально. А он просто затянул ее. Ну, ничего не поможет. В сантехнике вообще не надо затягивать. Можно Слушай, ну, сорвать. Я так понимаю, в жизни вообще не надо. А второй раз он пришел, он сказал, типа, да, действительно течет, у меня нет инструментов. Вот. И ушел. А чё он пришел? Говорит, я приду еще раз, потом... Ага. Да, ну и вот второй даже. Я приду потом еще раз и купишь инструменты. Я такой, ну да, а какой инструмент купить? Он говорит, ну в WhatsApp напишу тебе. И так и не написал. А потому что праздники же здесь, 25-е. Да, 4 дня сейчас. Так, теперь мы на втором этаже. Я думаю, это даже такое, типа, приватное место, да? Это, можно сказать, спальня. Это можно назвать спальней? Ну, это спальня и есть, мне кажется. Это спальня. Но на втором этаже, прикиньте, по сути, это... Здесь называется такая квартира дуплекс, да? Да. Если я не ошибаюсь. Вот, а пентхаус — это когда у тебя целый этаж. Это не пентхаус, но это дуплекс. То есть 2 этажа. Вот там снизу сидит девушка Никиты. Что-то работает. Здесь лампочки. Окно в 2 этажа высотой. И вот такой вот видон. Ты просто, значит, просыпаешься. И сразу понимаешь, какая погода сегодня. Смотрите, вот вид, какой видит Никита, когда просыпается. Это вид сейчас с его подушки, как бы. А когда молния вообще была, это просто что-то с чем-то было. Я Да. недавно проснулся, когда вот были вот эти штормы. Ага. здесь. И я просыпаюсь, знаешь, я беру телефон, проверить новости, вот, включаю его, и в это же время бьет молния. И она настолько близко, видимо, была, что прям ослепила. И я сначала подумал, неужели это так ярко телефон светит, что меня аж просто ослепило настолько, что я ничего не видел. Да. Это молния. У меня даже с полузакрытым окном, с полузакрытой шторой меня слепило. Вот. Гардеробная. Гардеробная, это важно. О, прикольный твой джемпер. Ну, все мое. Понтово. Ну и это уже, значит, туалет с душем. Ну да. Нормально. Ну, кстати, это видел. О. Кастом. Из Турции. Да. Кто это? Это Суперсоник, да? Просто Соник. Суперсоник он назывался. Соник. Просто Соник? Просто Соник. Суперсоник, он когда золотой. У меня на Денде был, я думал, что Суперсоник называется. Ну, вот такая вот квартира. Смотрите, приятная ванная комната. Что называется, bathroom. Да? Что вообще, какие твои вообще впечатления? Вот, я думаю, что многие из тех, кто смотрит это видео, да, привет всем подписчикам, привет всем просто не подписчикам, кто смотрит это видео. У меня такое ощущение, что вы, по крайней мере, большая часть из вас вряд ли живет в квартирах за $1500. Это в рублях сколько? 130 тысяч рублей в месяц примерно получается. Вот. Неужели так много? Поэтому 120, ну если по 80, 120 тысяч в месяц. Плюс там коммуналка, да? Сколько у тебя коммуналка, ты говорил? Не, ну коммуналка дорого выходит. А сколько у тебя? Ну, около 100 тысяч песо. Это 200. где-то еще 20 тысяч рублей. То есть квартира стоит немаленькие деньги, мягко говоря. И какие твои вот просто впечатления, как бы, как, ну, человеческие? Ну, типа... Да вау. Вау? Да, конечно. Ты вот первую неделю помнишь, когда ты здесь жил, например? Каково это было? Вау, все еще, вау. Оно все еще вот до сих пор длится, что я не могу поверить. То есть ты за 3 месяца пока не привык к тому, что такие условия клевые, классные? Не, ну я привык, конечно, но я просто рад, что вот так получилось. Потому Здорово. что еще год назад я жил просто в пятиэтажке в однушке, оббитой вагонкой. В Москве? В Москве за 25, ну, в Химках. В да. Химках. Но очень близко к Москве. За 25 тысяч рублей. Я вот вообще не москвич. Химки, насколько это близко? Ну, то есть, там метро есть? Там электрички. Простите меня, москвичи. Электрички только. Да. На электричке, ну, до центра, например, сколько по времени? Там экспресс ходил
И всего 15 минут, все. 15 минут до центра? Да, на Комсомольской, по-моему. А у тебя до станции сколько? 5 минут пешком. То есть в Химках живешь 20 минут до центра Москвы? Да, да. Ну, не так уж и плохо. Так у меня даже родители жили в Москве, но не в центре, вот, на окраине. И там выходило до той же станции, до центра, доехать, час-полтора. У меня есть похожий пример. У меня друг живет в Ленобласти, в Колпино, по-моему, там так называется. То есть, если на машине ехать, это час минимум из центра. А на электричке он тоже ездит, он говорит, там 20-25 минут прямо до самого центра Московский вокзал. Да, да. Привет, питерцы. Это все недооцененное, мне кажется. Когда все слышат Химки, когда я вот только снял, там все мне говорят, далеко. Да, конечно, далеко. Ага. Да. Хорошо, а что самое такое вот здесь тебе больше всего нравится? Виды, естественно. Вид. Ну да. Понимаю, Да. понимаю. Ну и сам район вообще классный, потому что это ж You go? центр. Yeah, I'm living. Okay, bye-bye. But Have a- how long are you guys staying here? I think we already finished with the video, and after that, I don't know, do something. Have a good evening. Ну. Спасибо. Романтический Спасибо. момент. Смотрите, вот на этой стене очень белая стена. Вот если бы не это перила, то можно было бы смотреть какой-нибудь фильм, я думаю. Вот сюда вот куда-нибудь под потолок повесил, значит, проектор и смотришь. Ну, вообще здесь все, в принципе, такое белое. Я стараюсь спускаться максимально медленно для того, чтобы не мешать им их романтическим движениям. Yeah. So what are your plans? You are going there with your friend? Ну, рабочее место тоже клевое. Смотрите, и телек, и диван. Вот, кстати, прекрасное место для проектора, но диван, конечно, для этого должен стоять с другой стороны. Вот. Невероятный, конечно, вид. За вид можно многое вообще простить. И кран текущий, и... Ну, стоимость, конечно, высокая. Стоимость не маленькая. Но вот так вот живут здесь, в Аргентине, те, у кого есть деньги. И таким образом здесь можно жить. Так, Мария ушла, теперь по-честному, пожалуйста. Тут Все, проводы были. все теперь, как тебе здесь по-честному, короче? Да не, все классно. И сам район, да, вот я не договорил, что это же прям центр-центр. Тут вообще все рестораны, все кафешки и так далее есть. Палермо. Вот, это если с Москвой сравнивать, как Китай-город, наверное, чистые пруды, что-то такое патриаршее. Ну, в общем... Патрики, да? Патрики, да. Палермо, Голливуд, да, что называется. Палермо есть несколько здесь Палермо. Я не житель Палермо здесь, но, насколько я знаю, здесь есть Палермо Сохо, да, и Палермо Голливуд. Еще есть Палермо Вьеха, по-моему. Это типа старые Палермо. И вот еще есть третий варик. И еще какие-то. В общем, Да? там 4 Палермо, по-моему. Но в иерархии, насколько я знаю, Палермо Голливуд топовое. Да самое хрен его место. знает, честно говоря. Ну, я такое слышал. Да. Вот, окей. А что здесь стол, ты говоришь? Ну вот стол стеклянный, но непрактично. Вообще непрактично. Как думаешь? Да я потому что боюсь на него что-то ставить. Ага. У меня, видишь, здесь журнал, но это не для чтения. Вот, то есть Это кружки чтобы ты сюда кружки ставишь? ставить, да. Ага. Вообще, на самом деле, надо вот эту штуку купить по кружке. М. Ну, да. Ты думаешь, он лопнуть может, да? Я даже не ем М. за ним, потому что, ну да. Ну, с одной стороны, чистить такое, протирать намного Еще и- легче. Да нет, еще и чистить, оно все время, видишь, вот такое. Ну, Типа это да. пыль, отпечатки пальцев собирает. Ну, это да, да, кстати. Собаку не хочешь завести? Кота завел, я О, нет. смотрю. Вот реальную бы кошку я обзавел. Завел бы? Ну да. А Тем более. разрешает хозяин здесь с питомцем? Я не спрашивал. М. Ну, фиг знает. Но стрёмно, конечно, с кошкой, мне кажется, и с таким балконом, типа оставишь дверь, А, всё, да. пойдет гулять. Реально. Я тут посмотрел вот на эту стену, да, Ага. ну на втором этаже здесь, такой большой белый экран, сюда бы Типа проектор проектор? повесить. Вот это, наверное, поменять диван, например, туда, ну как, хотя там Да, дверь не да, получится, да.
Но Я всё тоже равно об такая этом белая. думал, что вообще, может быть, если бы этой стены не было, было бы намного прикольнее. Вот. Да? Почему? Но можно было бы как раз телевизор туда поставить, либо с проектором как раз. А, замутить. диван туда, типа. Диван, ну вот здесь он бы Ага. стоял. Не надо было бы каждый раз обходить, если тебе надо с кухни что-нибудь, Мгм. просто можешь наперед идти. Ну, короче, да, как-то странно, не продумано. Да. Вот. Ну, такой лофт-дизайн. Ну да, мне нравится то, что вот из цемента сделано. Прикольно. Короче, вот это была квартира в Палермо, Голливуд. Дуплекс. Сколько здесь квадратов? Что-то 80, что ли? 80? 80 квадратов. Наверное, с балконом, да, вместе, если считать. Потому что там вот та терраса большая, здесь вторая есть. Стоит $1500 в месяц, плюс коммуналка, там вот это все, 20 тысяч песо. И невероятный вид, классная квартира, новый дом, консьержи, все. Соседи, наверное, нормальные, да? Я сейчас, кстати, стоял, пока видел, один русский выходил. Да? Да, такой чувак. Ну, видно, что русский. Окей. Вот. Да, я русских здесь еще не встречал, ну да, все культурные. Кстати, детей нет. Детей нет, потому что у богатых людей детей... Я не знаю. Все дети в Америке, наверное. Не, здесь небезопасно, мне кажется, просто для детей. Ну да. С дуплексом. Да. Вот, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы хотите жить в таком же дуплексе. Не ставьте лайки, не подписывайтесь, если вы не хотите жить в таком дуплексе. Ну, шутка, на самом деле. Ставьте, не ставьте, как хотите. Я хотел вам просто показать, как и в каких местах здесь могут жить люди, потому что в разных здесь живут, в Буэнос-Айресе, и кто-то думает, что вот Латинская Америка, здесь нет никакой роскоши, никакого доступа к роскоши. Есть, просто она более редкая, чем в какой-нибудь Европе, в каком-нибудь Лондоне, но оно все есть, поэтому средний класс, или точнее зажиточные, да, по официальным рейтингам здесь местных властей, люди здесь в Аргентине, аргентинцы живут очень даже неплохо. Ну да. Но, кстати, не знаю насчет факта того, что там русские ребята живут не в таких... Ну, в России, может быть, да, но здесь, например, я только недавно понял, в принципе, что в Аргентину приехали только те, кто больше сотки, наверное, делают в месяц. Что-то типа такого. Слушай, может, ну сюда больше. только лететь, конечно, далеко. Только лететь далеко. Но не все. Я видел, ну, в чатике, если почитаешь, там люди ищут и, типа, там, работу вообще будут делать что угодно. Ну, там всякое, короче, есть. На Ютубе мне предлагают сейчас, чувака рекламируют, бомж из России в Аргентине. О, я видел. Чувак Я видел. без зубов, там здесь живет как-то. Я, кстати, тоже его смотрел, много видосов, интересные видосы. К сожалению, он почему-то пропал. Последний месяц, последний видос, точнее, был месяц назад, не знаю, в Инстаграме тоже ничего не постит. Я Надеюсь, что у он него не всё- поехал в Виша 31. Да, надеюсь, у него все хорошо. Короче, вот такой видос. Всем спасибо.